Это таро-прогноз, таро-предсказание для знака зодиака Стрелец. Что ждет стрельцов в январе 2024 года во всех сферах жизни? Меня зовут Татьяна, я астролог и таролог, и поэтому я рассматриваю карты по моему астрологическому методу. Я достаю 6 карт, это соответствует 6 осям зодиакального астрологического круга и рассматривает все стороны жизни человека. 6 осей гороскопа, 12 знаков зодиака. И первая карта – партнерские взаимоотношения у стрельцов в январе. Ну, это очень интересные взаимоотношения. Во-первых, ваш партнер – это человек статусный, возможно, даже старше вас, либо опытный человек. Но не обязательно старше, все-таки с разницей в возрасте. На карте изображено два человека. Один более старший, другой молодой. Поэтому здесь возможно отношения с разницей в возрасте, но в любом случае этот человек обладает какой-то определенной мудростью, статусом, деньгами, авторитетом, или же вы повышаете свой статус за счет такого партнера, да, это вообще может здесь означать для некоторых скорпионов вопросы, связанные с заключением каких-то соглашений и официальных брачных договоров, например. Может быть, вы приобретаете новый статус, как я уже сказала, как в личной жизни, так и в партнерских каких-то бизнес-отношениях, так и в чем-то еще. Но мы будем смотреть еще другие карты, потому что ситуация может и поменяться, да? Марс в рыбах в секторе денег – это, возможно, избегание каких-то вопросов, связанных с деньгами, с ответственностью финансовой, либо с работой. Может быть, вы пока не готовы устраиваться на работу, либо вы пока еще не готовы заниматься работой, зарабатывать деньги. И вы как бы избегаете вот этих моментов поиска работы, либо взять на себя какие-то новые обязанности финансовые связанные. Здесь изображен монах, который медитирует, да, у него здесь четки в руках. Поэтому, возможно, вам нужно восстановить как-то свои силы, свою самооценку, понять, чем вы хотите заниматься, как дальше вы будете вкладывать свои деньги. И такое впечатление, что вот в январе вы будете избегать всех этих тем, как бы будете находиться не в энергиях конкретных действий, а больше в каких-то планированиях. Может быть, вы захотите какой-то эзотерической стороной вопроса увлечься, да, либо просто будете думать много, мечтать даже, да, о деньгах, потому что Марс в рыбах – это не такая слишком активная энергия. Кстати, это может быть еще говорить о тратах, траты деньги на какие-то ретриты, на религиозные какие-то организации, или, может быть, благотворительные тоже организации сюда относятся, но, может быть, действительно вы будете на это тратить. Также это деньги партнера. Марс иногда показатель мужчины, либо какая-то активность. Рыбы – это что-то тайное, поэтому здесь может быть еще и спонсорская какая-то помощь у многих стрельцов. Венера в рыбах. Опять же, вот эта тема рыб, да, здесь уже 3-9 дом. Может быть, вы не знаете, как выйти из какой-то ситуации, как вы как будто бы чувствуете себя несколько отрешенным, как в клетке, в заточении, либо как бы в отшельнических каких-то энергиях здесь. Но это не потому, что так и есть, и вам не с кем общаться, там, или никто не хочет с вами общаться, а скорее всего, потому что это ваши подсознательные какие-то влияния, вы сами на себя, которые вы можете оказывать, ну, может быть, какая-то ситуация тоже, но она как будто бы уже закончилась, да, если кто-то и посадил вас когда-то в клетку, то сейчас эта клетка открыта, и вы можете действовать дальше. Мы можем здесь взять еще другие карты, чтобы дополнить эту карту. Карта, еще одна Венера здесь, уже в секторе недвижимости, да, Венера во Льве может означать, что к вам приедут дети, либо вы как-то, может быть, будете проводить время с вашими детьми, любимыми людьми дома, может быть, совместно начнете совместно жить с кем-то,
Либо это праздник в семье, может быть, конечно, у кого-то праздник еще и на работе. Кстати, празднование здесь, ну, может в каком-то степени и перекликаться с картой статуса, да, потому что это сектор статуса, 4-10 дом. И, может быть, действительно здесь вы будете праздновать какое-то повышение вашего статуса. Может быть, кто-то из стрельцов узнает, что станет отцом, матерью, рождение ребенка, статус пенсионера, статус жениха, невесты. Очень даже может быть здесь какое-то празднование в семье. Бабушки, дедушки статус тоже сюда подходит. 5-й, 11-й дом, и здесь такая карта, конечно, несколько серьезная. Сатурн в Козероге, в 5-м, 11-м доме, конечно, говорит о каких-то делах серьезных, связанных с вашим бизнесом, если вы его ведете. Возможно, вам придется взять ответственность на себя. Ну, вообще, может быть, кто-то здесь открывает бизнес, а может быть, конечно, кто-то здесь наоборот закрывает бизнес и переходит работать на государство, но думаю, больше здесь возможен какой-то рост в бизнесе, какие-то новые бизнес-планы очень серьезные. Может быть, вы берете нового менеджера, нового бухгалтера. Может быть, не знаю, у вас какой-то проект, государственный проект какой-то берете на себя. Это большая ответственность, это какие-то такие дела серьезные. Ваши дети могут повзрослеть, могут перейти тоже на новый уровень взросления, например, из детей стать тинейджерами, подростками, из подростков там дети получают когда паспорт или выходят как-то во взрослую жизнь. Это ответственность за ваших детей, это тоже какие-то там, например, соревнования у них или у вас, которые дают вам определенные сертификаты, победа в каком-то престижном конкурсе, может быть, да, тоже признание, вообще признание общественности. Вы можете быть знамениты своими достижениями, да, и ваш бизнес может быть знаменит именно вот этим серьезным подходом, то, что вам можно доверять, может быть, это доверительные отношения с вашими детьми в том числе. Кстати, кто здесь не в теме, да, бизнеса и детей, ну или там не сильно вам эта тема сейчас важна, здесь может встреча быть партнера, либо партнерши, которые в дальнейшем могут стать вашими мужем или женой. Это потому что все-таки дом флирта, общения, да, и здесь вот Сатурн, Козерог, кстати, его тема будет в январе, да, это как раз будет сезон Козерога, перетекающий в Водолея. Человек, который, ну, не хочет встречаться с вами просто ради веселья или секса. Это, как правило, отношения серьезные, с перспективой на будущее. Также эта карта может означать, что у вас сузится вообще круг ваших поклонников, поклонниц, останется только один человек, либо вы сами захотите выбрать только такого человека, который с перспективой на будущее, который серьезный. Кстати, старше вас, либо с разницей по возрасте, может быть, опять же, это человек, да, вот эти две карты похожие. Карта какой-то полноты и ресурсов, да, каких-то новых ресурсов выходит в 6-12 доме. Здесь у нас Солнце в Раке. Солнце в Раке – это, опять же, семья, дети, недвижимость. Может быть, вы будете заниматься этими вопросами. Может быть, вы дома будете работать, из дома проводить много времени там и как-то улучшать свой распорядок дня, жизни. Кто-то приедет к вам в дом, ваша семья как-то будет задействована, или дети ваши будут как-то задействованы в ваших повседневной жизни, в ваших обязанностях. Может быть, вы навестите ваших родственников, конечно, и такое может быть. Ну, что-то такое вот семейное и рабочее вместе, да, ваши обязанности, в общем, в кругу семьи будут расширяться, да, может быть, вы возьмете на себя ответственность за какие-то дела ваших родителей, детей, супруга, документальные какие-то вопросы. В общем, здесь будет много
суеты вот именно относительно темы рака, да. Рак — это, конечно, еще эмоциональный знак, и здесь действительно может быть что-то, семейные какие-то дела могут повлиять на ваш режим, ваш распорядок дня. Но тем не менее, resourcefulness — это иногда, конечно, чересчур много каких-то забот, и которые вас эмоционально истрачивают, тратите много энергии очень, и иногда эта энергия уходит в никуда. Что здесь может быть? Давайте возьмем совет из колоды Moonology для стрельцов на январь. Полная луна, затмение, и еще и северный узел, да, то есть это какие-то вопросы, связанные с прошлым, скорее всего. Это я взяла эти карты, ну, с учетом вот этого, да, сектора. Поэтому здесь у многих стрельцов, возможно, какие-то темы подходят к завершению. И причем это завершение может быть такое, как сказать, очень конкретное. Здесь что-то вам требуется отказаться от чего-то. Может быть, наконец-то, может быть, это работа, какие-то ваши обязанности, может быть, кто-то уходит из вашей семьи жить своей собственной жизнью. С работниками, какими-то коллегами приходится прощаться. Какие-то дела вы закрываете. Ну, насчет переезда, ну, может быть, вам что-то и нужно действительно кому-то переезжать вот по этой карте, а вы как бы, ну, не видите, нет у вас либо сил, либо энергии, либо просто вы не видите каких-то выходов. Но на самом-то деле у вас уже вот эти две карты говорят о том, что вы очень много чего-то избегаете, вы не хотите принимать каких-то решений, хотя у вас для этого все есть, и поддержка партнеров, и деньги, в принципе, здесь, но это не карта отсутствия денег все-таки. Но все-таки по полной луне затмения, да, и по северному узлу это какие-то вопросы прошлого, на которых должна быть поставлена просто окончательная точка уже в январе. Больше уже не может это продолжаться. Обе карты говорят об этом. Какой совет еще может быть взять для стрельцов на январь? Новая луна во льве. Лев – это вопросы гордости, вопросы самооценки и какой-то яркости, новой жизни. Здесь у нас в секторе льва выходила прекрасная карта Козерога. Да? Я вам говорила, что это, что вы можете быть популярны благодаря своей серьезности, своей основательности какой-то, да, хоть, может быть, не всегда для стрельца это и актуально, да, иногда вы можете действовать несколько инфантильно, но вот здесь в январе карты все-таки дают вам совет, чтобы вы делали упор на какие-то фундаментальные жизненные ценности. Это ваши дети, ваш бизнес. Если бизнес, то, естественно, серьезный подход. Дети тоже какой-то более серьезный подход могут потребовать у вас. И вообще люди захотят видеть вас серьезным человеком, да, может быть и ярким, но серьезным, с четкой позицией, с планами на будущее. Вот такой совет для вас, уважаемые стрельцы, на январь. Я надеюсь, что этот месяц у вас пройдет просто прекрасно, первый месяц года. И до встречи на моих новых видео на моем канале Красота Таро. Всем пока!